В новогодней суете и веселых праздниках быстро пролетел первый месяц 2017 года. Но, тем не менее, январь оказался достаточно насыщен интересными новостями из мира здоровья, которыми я и спешу поделиться сегодня с вами. Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня в выпуске. Давление крови матери поможет узнать пол будущего ребенка. Пломбы в зубах вскоре уйдут в прошлое. Тайна сморщенной кожи после душа раскрыта. И многое другое. Операции без шрамов – это новая реальность. Ученые и врачи продолжают бороться с проблемой образования рубцов на коже. Университет Пенсильвании разработал методику заживления ран без образования шрамов. Это означает, что все операции, включая пластику, в будущем будут происходить без видимых последствий. Секрет в превращении определенных клеток в ране в жировые клетки. Обычно жировые клетки во время заживления и формирования шрама теряются, хотя в нормальном кожном покрове их достаточно. Больше всего в затягивающейся ране миофибробластов. Принято считать, что они нужны только для формирования рубцовой ткани или шрама. Эксперты решили изменить миофибробласты, превратив их в жировые клетки, тем самым остановив развитие рубца в процессе заживления. Также ученым удалось регенерировать волосяные фолликулы. Уже по сигналам, исходящим от фолликулов, начинали восстанавливаться и жировые клетки в кожном покрове. Исследования показали, именно фолликулы разбиваются первыми, и они важны для превращения миофибробластов в ране в жировые клетки. Без волосяных фолликулов жировые клетки не получить, а ведь именно с ними раны затягиваются без образования шрамов. Эксперты выяснили, в каких странах население больше всего пьет. Рейтинг возглавила Молдова. В год здесь потребляется 178 бутылок вина в расчете на человека. Австралийцы находятся на 10-м месте, а США даже не попали в первую двадцатку. Выводы делались на основе данных, собранных Всемирной организацией здравоохранения в 2010-2015 годах. Жители Молдовы выпивают 17,4 литра чистого спирта в год. За ними идут белорусы и жители Литвы – 17,1 и 16,2 литра соответственно. Также в первую десятку по потреблению спиртного вошла Россия – 14,5, Чехия – 14,1, Украина – 13,9, Андорра – 13,8, Румыния – 12,9, Сербия и Австралия по 12,6. Практически от них не отстают Словакия, Португалия, Гренада, Венгрия, Латвия, Хорватия, Британия. Всего около 12 литров. Немногим больше потребляют в Финляндии, Намибии, Франции, Польше, Южной Африке, Болгарии, Нигерии и Люксембурге от 11,9 до 11,2 литров в год. Всего учитывались данные 196 стран. И, к примеру, Штаты попали на 49 место. Всего 9 литров спирта в год на человека. Пломбы в зубах вскоре могут стать делом прошлым. Ученые нашли способ, обновляющий стволовые клетки в пульпе зуба и активирующий регенерацию зубов. Секрет в применении препарата против болезни Альцгеймера. Известно, что после травмы или инфекции внутренняя мягкая пульпа зуба может обнажиться и быть поражена бактериями. Защищает зуб от инфицирования дентин. Он вырабатывается самостоятельно, но с большими дырками в зубах организм справиться не в силах. Поэтому врачам приходится искусственно запечатывать зуб, используя разные материалы. Однако это означает, что зуб уже никогда не регенерирует. Сотрудники стоматологического института при Королевском колледже Лондона показали, возможно простимулировать стволовые клетки в пульпе и вызвать активную выработку нового дентина, причем при наличии больших полостей. Это исключает необходимость ставить пломбу. Более того, при повторном возникновении проблемы не нужно удалять пломбу и вычищать большую область по сравнению с изначальной. Новая методика лечения кариеса заключается в стимуляции стволовых клеток препаратом Tidagluzib, который ранее использовался в клинических испытаниях для лечения болезни Альцгеймера. Пропитанную этим лекарственным веществом коллагеновую губку помещают в кариозную полость. В последующем губка рассасывается, а зуб полностью восстанавливается естественным путем.
Давление крови матери поможет узнать, родится мальчик или девочка. Существует множество мифов относительно того, как предсказать пол будущего ребенка. К слову сказать, даже УЗИ иногда не показывает это со стопроцентной точностью. А согласно исследованию госпиталя Маунт-Синай, пол ребенка возможно определить по давлению крови матери. Так, женщины с гипертонией чаще рожают мальчиков. А вот при низком давлении на свет чаще появляются девочки. В чем причина этого, ученые сказать не могут. Однако эксперимент доказал наличие данной закономерности. Эксперты собрали группу из 1411 женщин, собирающихся беременеть в ближайшее время. В самом начале эксперимента и во время беременности производились замеры давления, холестерина, триглицеридов и сахара. Оказалось, у женщин, родивших мальчиков, до беременности было повышенное систолическое давление. Специалисты предупреждают, специально манипулировать давлением женщины для рождения ребенка желаемого пола опасно. Зато исследование объясняет, почему в странах с относительно здоровым образом жизни и низкой распространенностью гипертонии стали реже рождаться мальчики. Если хотите жить дольше, ешьте острый перец чили, призывает медицинский колледж Ларнер. Дело в том, что потребление острого перца чили оказалось связано со снижением смертности на 13%. Преимущественно это касается смертей от болезни сердца или инсульта. В рамках последнего исследования эксперты использовали данные 16 тысяч человек за 23 года. Интересовало потребление перца чили, образ жизни и смертность среди этих людей. И была выявлена явная связь любви к перцу и сниженного риска смерти. Между тем, специалисты не могут точно сказать, как именно перец производил положительный эффект. Возможно, все дело в TRP-каналах, являющихся основными рецепторами к острым соединениям вроде капсаицина, основного компонента чили. В свою очередь, капсаицин играет важную роль в клеточных и молекулярных механизмах, позволяющих предотвратить развитие ожирения и изменяет коронарное кровоснабжение. Также капсаицин обладает антимикробными свойствами и способен влиять на состояние человека, меняя микрофлору кишечника. История о супергероях опасна для детской психики. Исследователи из университета Бригама Янга провели опрос 240 родителей с целью узнать, увлекаются ли их дети супергероями. Также специалисты индивидуально побеседовали с каждым ребенком, попросив назвать 10 любимых супергероев. Исследование показало, 20% участников опроса нравилась жесткость любимых героев. 70% добровольцев отмечали положительные или нейтральные характеристики героев, например, силу или способность летать. Кроме того, ученые установили, что дети, которые больше увлекались супергероями, год спустя чаще проявляли физическую и реляционную агрессию. По словам специалистов, в историях о супергероях много сюжетных линий, которые переплетаются между собой. Насилие там сочетается с просоциальным поведением, но дошкольники не способны извлечь из таких историй скрытую в них мораль. Исследователи добавляют, согласно данным предыдущих исследований, информация о насилии притупляет когнитивные и эмоциональные реакции. Обычная вода может сделать человека умнее. Калифорнийский университет в Сан-Диего исследовал эффект, производимый обычной питьевой водой на человека. Оказалось, что вода может повысить интеллект. По словам ученых, она позитивно влияет на рецепторы головного мозга. Но пить воду нужно в строго определенное время. Сразу после завтрака рекомендуется делать 2 больших глотка чистой питьевой воды. Это дает всплеск энергии, направленный не только на пищеварение, но и активацию мыслительной деятельности. Ученые собрали группу из 30 молодых здоровых мужчин. Добровольцы регулярно выпивали полстакана питьевой воды после плотного завтрака. При этом их просили выполнить задание на оценку интеллекта. Также была контрольная группа, которая воду не пила. В результате именно основная группа лучше справилась с заданиями. Эксперты подчеркивают, есть прямая связь между водой и уровнем интеллекта. Но не стоит пить слишком много. В противном случае можно столкнуться с болезнями почек и мочевого пузыря. Любители нецензурной лексики редко обманывают других. Ученые из Кембриджского университета выяснили, у ругательств есть положительная сторона. Сквернословие тесно связано с честностью. Судя по всему, люди, не старающиеся выбирать выражения во время беседы, также не скрывают от других свои мысли. Исследователи опросили 278 человек. Добровольцев попросили перечислить наиболее часто используемые и любимые ругательства. Кроме того, участников спросили о причинах употребления ругательств. Затем добровольцев проверили на искренность. Было
было установлено, участники, которые чаще сквернословят, реже лгут. Потом ученые проанализировали данные 75 тысяч пользователей Фейсбука, подсчитав количество нецензурных выражений, используемых испытуемыми в процессе взаимодействия в соцсети. Оказалось, люди, которые употребляли больше ругательств, чаще применяли местоимения, которые, согласно данным предыдущих исследований, связаны с честностью. Например, местоимение «я». Сидячий образ жизни заставляет протекать процесс старения быстрее обычного. Пожилые женщины, которые сидят более 10 часов в день и имеют сниженную физическую активность, стареют быстрее остальных. У них клетки биологически старше на 8 лет по сравнению с женщинами, ведущими подвижный образ жизни. Это открытие сделал Университет Калифорнии. По словам его сотрудников, ускоренное старение клеток провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Если женщина активна и регулярно тренируется, этого не происходит. Проведенное исследование в очередной раз доказывает, что биологический возраст не всегда соотносится с возрастом в паспорте. Если женщина преклонного возраста тратит менее 40 минут на физическую активность и сидит более 10 часов в день, ее теломеры будут сильнее укорочены. Теломеры – это защитные концевые элементы в хромосомах, которые укорачиваются с возрастом. Чем короче теломеры, тем старше с биологической точки зрения человек и выше риск развития рака, болезни сердца и сосудов. В шоколаде нашли соединение, которое может заменить Виагру. Данное соединение настраивает мужчин на определенный лад, говорят исследователи Королевского колледжа Лондона. Речь идет о киспептине. Это соединение является гормоном, помогающим инициировать половое созревание. Согласно исследованиям, когда молодым людям вводили данный гормон, у них повышалась активность в тех частях мозга, что активируется при сексуальном возбуждении или романтических переживаниях. В свою очередь, эксперты Университета Эдинбурга показали, что киспептин стимулирует выработку тестостерона, ключевого элемента, важного для либидо и фертильности. А еще соединение может быть антидепрессантом. Исследователи полагают, что оно способно помочь мужчинам со сниженным либидо, проблемами с фертильностью и различными психическими отклонениями. Важно, соединение будет работать комплексно, делая мужчину более заинтересованным в сексе. Алюминиевую посуду обвинили в снижении интеллекта у детей. Если в доме для приготовления пищи используется алюминиевая посуда, это может вредить детям. Как показало исследование, подобная практика выливается в снижение интеллекта у ребенка и успеваемости в школе. Эксперты подчеркивают, алюминиевую посуду делают из разного металлолома, и такая посуда способна навредить миллионам человек. Помимо самого алюминия, посуда содержит свинец и кадмий. Регулярное использование алюминиевой посуды значительно снижает IQ детей, негативно отражается на успеваемости в школе и также грозит сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сотрудники университета Эшленд, проводившие исследования, проверили алюминиевую посуду, сделанную в 10 развивающихся странах. Оказалось, более трети образцов представляют угрозу с точки зрения воздействия свинца. Он выделяется в процессе приготовления. А еще во время использования такая посуда выделяет алюминий, мышьяк и кадмий. К слову, уровень алюминия в 6 раз превышает допустимые нормы, установленные Всемирной организацией здравоохранения. Кстати, ранее эксперты заявляли о связи алюминия и болезни Альцгеймера. Тайна сморщенной кожи после душа раскрыта. До недавнего времени ученые всего мира бились над загадкой, почему после принятия ванны кожа на пальцах начинает морщиниться. Наконец, лабораторные тесты пролили свет на этот вопрос. Оказалось, данная функция связана с эволюционными механизмами. Сморщивание позволяет улучшить сцепление с мокрыми предметами. Здесь работает та же система, что и в покрышках автомобиля. В шинах есть специальные канальцы, по которым вода отводится. Это гарантирует хорошее сцепление с дорогой. В коже происходит нечто подобное. Образующиеся морщинки – результат сужения сосудов, располагающихся под кожей. Сотрудники университета Ньюкасла даже провели эксперимент. Они просили добровольцев брать в руку сухие или мокрые предметы, включая скользкие шарики разного размера. При этом руки добровольцев были либо сухие, либо после пребывания в воде на протяжении 30 минут. В итоге добровольцы быстрее и лучше ухватывались за мокрые шарики, когда кожа на их пальцах была сморщена из-за пребывания в воде. Не болейте, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и не забывайте нажать на колокольчик в углу экрана, чтобы вовремя узнавать о выходе новых выпусков. Заходите в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, ставьте пальчики вверх. Здоровья вам!